Всем привет! Мы продолжаем серию видеообзоров, посвященных американским сидельным тягачам в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. И в сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать еще один бескапотный трехосный сидельный тягач марки Peterbilt. Модификация 352, которая копирует прототип 1979 года. Я вам уже показывал Peterbilt 352 от NeoScale Models в масштабе 1 к 64, только там грузовик немножко отличался от этой модификации. Главное отличие — это схема окраски. То, что у первой модели была удлиненная кабина со спальным отсеком, здесь она стандартного размера. И на сегодняшний день у Neo насчитывается 4 масштабные модели Peterbilt 352. Первый грузовик со стандартной кабиной и укороченной рамой. У него кабина окрашена в темно-зеленый цвет. Второй грузовик с темно-синей кабиной и белым орнаментом. У этого грузовика стандартный спальный отсек, но удлиненная рама. Как раз сегодня эту модель мы и рассмотрим. И последние два грузовика были с удлиненной кабиной, с удлиненной рамой, и у них отличался цвет кабины и цвет орнамента. И первый грузовик, если не ошибаюсь, был темно-бордового цвета, второй золотистого цвета, и как раз золотистую модель мы рассматривали в одном из видеообзоров. Я приготовил ее также для сегодняшнего сравнительного видеоролика. Я вам также приготовил еще Ford CLT 9000. Мы посмотрим, как этот грузовик смотрится, стоя рядышком на полке с грузовиками марки Peterbilt. И также вы в комментариях можете написать, какие американские грузовые автомобили есть в вашей коллекции. Давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный грузовик поближе. Тут модель пакуется в коробку стандартного размера для грузовиков от Neo в 64 масштабе. Картонка голубого цвета, есть логотип бренда. Написано NeoScale Models. На нижней стороне упаковки вы можете ознакомиться с различной информацией. Эти модели изготовлены в Китае, но Китай Китаю рознь. Например, костромские изделия отвратительного качества в плане сборки. Здесь модели по большей части хорошего качества. У них аккуратная окраска, аккуратная сборка. И в моей коллекции насчитывается более 500 моделей от NeoScale Models. И из них я могу отметить только 10-15 моделей, к которым можно действительно придраться. Также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете. Указан прототип Peterbilt 352. Цвет кабины синий с белым. Давайте уберем картонку, снимем прозрачный колпак, чтобы он нам не мешал. И начнем рассматривать саму масштабную модель. Очень красивый грузовик, на мой взгляд. Тут модель выполнена в более классическом исполнении для нашего коллекционера. Рама черного цвета. Зачастую на американских грузовиках раму окрашивают в цвет кабины грузовика. И бывают такие яркие, пестрые решения. Конечно, не всем грузовикам идет окрашенная рама в цвет кабины грузовика. Я больше предпочитаю этот элемент, выполненный в традиционном черном цвете. Интересно сделаны колесные диски. Задние диски окрашены в белый цвет, передние серебристой краской. У дисков сквозные отверстия, 5 дырочек круглой формы. Также хорошо сделаны топливные баки, не видно швов. Это тоже большой плюс. Например, у Иксо в масштабе 1 к 43 баки составные, и там на самом видном месте виднеется очень некрасивая щель. Здесь в этом плане все намного лучше. Также выхлопная система окрашена серебристой краской, зеркала заднего вида, передний бампер, присутствует силовой элемент. Очень хорошо сделана осветительная техника, она выглядит вполне реалистично, но вот поворотники можно было сделать тоже в виде прозрачных элементов. Здесь их просто обозначили оранжевым лаком, хотя это отдельная деталь. На крыше присутствуют клаксоны, также габаритные огни, стеклоочистители и поручни спереди сделаны из фототравления. Также из фототравления сделаны дверные ручки. Это мелкие детали, их можно с легкостью потерять, если, например, протирать эту модель, так что будьте внимательны, если у вас в коллекции тоже такой грузовик, и вы его надумаете протирать от пыли. Также сзади присутствует площадка из фототравления, брызговики
На передней части заднего моста рабочее седло, задние фонари здесь в виде прозрачных красных элементов, они смотрятся тоже вполне симпатично. И у этого грузовика довольно интересно сделан интерьер. Правда, его сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Сиденья и внутренняя часть кабины окрашены в темно-бордовый цвет, панель приборов выделена серым цветом. И давайте покажу вам еще один Peterbilt 352, который есть в моей коллекции. Грузовик тоже 1979 года, только у него отличается длина кабины и другой орнамент. Мне нравятся обе модели, сложно сказать, какой грузовик симпатичней. Ну вот вы можете посмотреть, какие отличия у двух масштабных копий. Также отличается дизайн колесных дисков. У грузовика с удлиненной кабиной они выкрашены в серебристый цвет как спереди, так и сзади. И ступицы обозначены зеленым цветом. Отличается поручень на боковой части кабины. Топливные баки, аккумуляторные ящики и ресиверы абсолютно идентичны. Идентичны выхлопные трубы, их на каждом из грузовиков по 2 штуки. Также идентичны сцепные устройства. Абсолютно одинаковые задние фонари, отличаются регистрационные номерные знаки. У грузовика с удлиненной кабиной также присутствует система кондиционирования. Сверху виднеются разные элементы, а у грузовика с силовым бампером эта деталь отсутствует. Отличаются передние бампера. У грузовика с удлиненной кабиной в бампере присутствуют противотуманные фары, на втором варианте их нету. И также у варианта с удлиненной кабиной присутствует воздуховод на задней части кабины. На втором варианте он спрятан, скорее всего, под кабиной. Здесь есть вентиляционный грибок, но он уходит внутрь кабины грузовика, и я думаю, что это, скорее всего, вентиляция спального отсека. Возможно, я ошибаюсь. Кто знает точнее, напишите в комментариях. Хорошо изготовлена решетка радиатора. Эта деталь, насколько я знаю, тоже, по-моему, из фототравления, и она окрашена черной краской. Конечно, можно было сделать более изящные покрышки, изготовить боковую маркировку, как это делает Maestro Models, но, опять же, это очень мелкий масштаб, и, возможно, в нем детализация боковой стенки покрышки будет не так заметна. Издалека покрышки тоже смотрятся вполне нормально, и у них хороший протектор. Ну, давайте покажу вам еще раз грузовик с синей кабиной с разных ракурсов, и можно посмотреть на модель Ford CLT 9000, как она будет смотреться рядышком на полке с этим грузовиком. И у Neo модели изготавливаются по следующей технологии. Рама у них из металла, кабина сделана из полимера, и навесные детали в некоторых случаях изготавливаются из полимера, в некоторых случаях изготавливаются из пластика. И это довольно хорошее решение. Например, у Neo грузовики в 43-м масштабе были полностью из полимера. У них была очень хрупкая рама. Ее пытались усилить металлическими прутками, но это зачастую не помогало. И в большей части случаев модель приходила к коллекционеру в поломанном виде. А здесь сделали вот такое улучшение. И я считаю, это практически идеальное решение, потому что из полимера можно достичь более высокую детализацию на кабине грузовика, а рама, в принципе, она довольно простая, ее можно делать из металла. Давайте покажу вам модель Форда. Это был первый грузовик, с которого начались видеообзоры, посвященные масштабным моделям от Neo в 64-м масштабе. И мне очень нравится этот Ford. У меня 3 разных модели.
У них отличается схема окраски кабины, и у одного грузовика немножко отличаются колесные диски. Вот получается довольно хороший тандем. И вы можете собрать довольно внушительную коллекцию грузовиков в 64-м масштабе. Если вы поклонник американской техники, помимо Neo, такие модели делает компания DCP. У них огромный выбор. Грузовики сделаны из металла, у них открываются капоты, поворачиваются передние колеса. Но, конечно, модели от DCP довольно сложно достать, потому что они ориентированы на рынок США. И в Европе таких моделей в продаже я не встречал, во всяком случае, и они стоят довольно дорого. Если их заказывать из Соединенных Штатов, то будет довольно высокая доставка, плюс растаможка, и конечная стоимость модели может достигнуть 300 евро за единицу. Конечно, за эту цену покупать свою коллекцию такие грузовички не очень хочется. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о масштабных моделях от Neo Scale Models в масштабе 1:64. Какие грузовики есть в ваших коллекциях и какой основной масштаб коллекционирования у вас? У меня основной масштаб это 1:43, но 1:64 это отдельное направление, которое мне очень нравится и которое по возможности я постараюсь продолжить. Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.